Всем привет! У нас тут май на дворе, жара, солнце. В общем, пора готовить грядки. Старые грядки совсем прохудились. Их делали года 4 или 5 назад из-за остатков от стройки. Они уже были немножко подгнившие, так что прослужили недолго. А теперь я хочу сделать такие грядки, которые не придется менять ни через 2, ни через 3, и, надеюсь, не через 10 лет. Вечные грядки. Вообще можно взять уже обработанные строганные доски, правда выйдет немножко дороже по стоимости. Но я решила взять эту работу на себя, так как у меня есть и фуганок, и рейсмус. Трехметровые доски я торцую пополам и затем фугую 2 плоскости каждой доски. Мой стружкоотсос переехал в рабочую мастерскую, так что пока приходится справляться со стружками вручную, по старинке. Затем выравниваю доски по толщине в рейсмусе. Я сделаю 4 квадратные грядки 1,5 на 1,5 метра, как раз кратно материалу. Толстые доски я распускаю на 3 части, и у меня получается бруски 45 на 30 мм. 16 брусков останется длиной 1500 мм, а остальные делаю следующих длин. 16 брусков 1455 мм, 32 бруска 210 мм и 16 брусков 350 мм. Все деревянные детали покрываю антисептиком. Можно покрывать разными способами: кисточкой, валиком, окунанием или распылителем. Ограждающей конструкцией моих грядок будет являться плиты плоского шифера. Они продаются размером 1500 на 300 мм, толщиной 10 мм. Можно взять и тоньше, но я не нашла. Сначала я размечаю отверстие в одной плите, и далее эта плита будет являться шаблоном для всех остальных плит. Прикручиваю саморезами с широкой шляпкой плиту к деревянным брускам, так чтобы шляпки не проваливались в отверстие. Получаются стенки грядки. На каждую грядку 4 штуки, так что всего нужно сделать 16 штук. Те части, которые будут иметь непосредственный контакт с землей, я покрываю битумной мастикой. Все операции стараюсь делать оптимизированно, чтобы тратить на однообразную работу меньше времени. Крашу стенки в 2 слоя. Мои грядки будут не только практичные, но и красивые. Я не забыла про декоративные элементы в виде ромбиков на фасадах и отделки верхнего контура. Эти элементы я крашу уже в зеленый цвет. Ромбики также закрепляю с обратной стороны саморезами. Чтобы позиционировать ромбики, использую двухсторонний скотч.
Собираем стенки на саморезы. Тут организовалась целая бригада помощников, и мы слаженно все быстро сделали. Перед тем, как поставить новые грядки, нужно разобрать старые, совсем трухлявые. Из них будет сделан большой костер. Ну, конечно, не на участке, а в организованном месте. Старые грядки были меньшего размера, так что нужно будет еще заказать земли и засыпать их повыше. Ну и остается финальная деталь – это верхняя окантовка. Прикрепляем ее саморезами по месту и отпиливаю лишнюю длину. Торцы закрашиваем в цвет. Итак, почему же эти грядки долговечные? Во-первых, потому что основной их конструктивной схемой являются плоские листы шифера, то есть они препятствуют соприкасанию влажной земли с деревом. Во-вторых, перед покраской все доски были обработаны антисептиком, это также защищает древесину. Ну и там, где доски имеют максимальный контакт с землей, то есть доска, на которой стоит и которая втыкается в землю, обработана битумной мастикой. Ну и в-четвертых, все доски покрыты фасадной краской, что также их защитит от внешнего воздействия. Надеюсь, эти грядки прослужат мне долго и не придется их менять через 2-3 года. В общем, я забуду об этом деле надолго, буду сажать себе в удовольствие и радоваться урожаю. Ну а для тех, кто захочет построить такие же грядки у себя в огороде, схемы я выложу в группе ВКонтакте и в Инстаграме. Заходите, скачивайте и стройте. Всем пока!